Китай мог получить личные данные 40 миллионов британских избирателей во время кибератак на членов парламента Великобритании. Лондон думает над ответом. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Во Франции предотвратили несколько терактов, которые готовила группировка, устроившая атаку на Крокус-Сити-Холл. Мы, конечно, хотим, чтобы виновные были найдены как можно быстрее. В Латвии призывают ЕС возобновить призыв в армию. Необходимо масштабное войско. Удастся ли? Никто не хочет воевать, но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы на него напали, и никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация, как в Украине. Беларусь под наблюдением. В Польше придумали, как будут следить за Лукашенко. Башни должны быть высотой около 70 метров. Привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Группировка ИГИЛ, которая устроила теракт в Москве, ранее пыталась осуществить несколько терактов во Франции. Подробности Макрон не раскрывает, однако говорит, что из-за этих событий Париж готов сотрудничать, в том числе с российскими спецслужбами, чтобы не допустить новых терактов. Мы, конечно, хотим, чтобы виновные были найдены как можно быстрее. К тому же, нам надо эффективно бороться с этими группами, которые планируют действовать в нескольких странах. Россия является примером. Несколько месяцев назад это была Турция, чуть раньше Франция, и их попытки были тщетны. Кроме того, существует также агрессивная война России против Украины, которую мы осудили. И я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасность ее граждан использовать этот теракт, чтобы обвинить в этом Украину. Во Франции, я напомню, в воскресенье ввели наивысший уровень террористической опасности. События в Москве заставляют нас вспомнить нападения на зрителей рок-концерта в Батаклане. Те события оставили неизгладимый след в нашей памяти. И я думаю, что сейчас мы будто снова видим этот растущий страх, который связан с тем, что могут быть и другие нападения. Путин намекает на причастность Украины к теракту в Крокус-Сити-Холле, потому что не может признать собственного поражения и потери бдительности. Об этом пишет Bloomberg. Автор статьи акцентирует внимание на том, что Путин был предупрежден Соединенными Штатами о том, что на территории РФ готовятся теракты. Однако тогда он назвал заявление Запада откровенным шантажом. Как итог, практически 200 людей погибло при атаке на концертный зал. Экс-глава службы внешней разведки Украины тем временем считает, что главным заказчиком событий в Крокусе является именно Россия. И бдительности никто не терял. Организаторы и зачинщик — это, конечно, Российская Федерация, ну а исполнитель уже конкретная ячейка, которая проводила такие операции под эгидой Исламского государства и с одобрения его руководства. Поэтому и все кадры, которые они демонстрируют, это как бы достижение борьбы с неверными, с режимами, те, которые ведут войну против Исламского государства. И вторая составляющая, сам Путин является лидером террористического группирования, то есть он ведет реальную войну, но с использованием метода террора. И не только в Украине, это самый главный стратегический посыл, но и в отношении своих граждан, особенно тех, которые или являются национальной меньшиной, или выходцы из других бывших национальных республик Средней Азии, Кавказа и тому подобное. В Следкоме РФ продолжают говорить, что сейчас проводят допросы подозреваемых, свидетелей, в том числе и сотрудников Крокус-Сити-Холла. Обещают, что якобы проверят, как функционировала система оповещения о чрезвычайных ситуациях и имели ли люди возможность покинуть здание через эвакуационные выходы. Напомню, что часть жертв была найдена фактически у дверей таких выходов, люди просто угорели. Накануне суд по просьбе Следственного комитета арестовал еще 3 подозреваемых – отца и 2 сыновей Исломовых. Один из них – бывший владелец Рено, на котором передвигались террористы. Итого за решеткой уже 7. Сейчас идет расследование этих событий. Виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады. И сегодня наша главная забота о жертвах этого преступления.
Россия оказалась перед сложным выбором – защищать собственные авиабазы или нефтяные заводы, которые помогают удерживать на плаву военную машину Кремля. Из-за атак БПЛА оккупанты могут передислоцировать средства ПВО к НПЗ, а это, в свою очередь, ослабит защиту авиабаз, портовой инфраструктуры, штабов и других военных объектов и сделает их более легкой мишенью. Об этом сообщает Forbes. Авторы издания также пишут о надеждах Киева, которые наносят эти удары. Дроны «Камикадзе» должны усложнить военную логистику, подорвать финансовые возможности Москвы и стать причиной недовольства россиян из-за высоких цен на бензин, дизель и так далее. Кроме того, Москва может бросить на защиту НПЗ ПВО, с которой у РФ и так проблемы, учитывая площадь страны, ну и, собственно, потери за 2 года войны. В Европе рассматривают возможность вернуть призыв в армии стран-членов НАТО. Об этом, в частности, говорят в Латвии. Президент страны Эдгар Ринкевичс призывает своих европейских коллег не только увеличить военные расходы, но и обсудить возвращение обязательной военной службы. Это, в свою очередь, поможет создать боеспособные резервные силы на случай нападения России, в частности, на страны Балтии. Кстати, стоит отметить, что Латвия уже вернула обязательный призыв в армию, которого не было последние 17 лет. Нынешние события в мире Ринкевич называет геополитической турбулентностью и допускает, что мобилизация общества может быть непопулярным решением, но при этом очень важным для Евросоюза. Никто не хочет воевать, но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы на него напали, и никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация, как в Украине. В Польше на границе с Белоруссией могут появиться наблюдательные башни. В Варшаве обсуждают, как могут отгородиться и защититься от соседней республики еще лучше. В первую очередь усиление мер безопасности связано с незаконной миграцией с территории Беларуси, которая длится уже не первый год. В погранслужбе говорят о том, что собираются следить за границей с помощью дронов, усилить видеонаблюдение и освещение, собственно, государственной границы. Кроме того, необходимо модернизировать уже существующий забор и построить вышки, которые улучшат обзор. Dążymy do tego, aby Мы стремимся укрепить сам забор и его отдельные пролеты с помощью поперечных балок. Сейчас ограждение при желании можно разогнуть с помощью домкрата всего за 20 секунд. Поэтому его необходимо укрепить 1 или 2 балками. После этого разогнуть прутья станет тяжело или даже невозможно. Башни должны быть высотой около 70 метров. Олаф Шольц спас Украину от ядерного удара. Визит немецкого канцлера в Китай в ноябре 2022 года якобы стал значимым для мира, а встреча Шольца с лидером КНР предотвратила ядерную атаку Кремля по территории Украины, о чем очень сильно мечтал Путин. Немецкий Бильд вышел с критической статьей в адрес социал-демократической партии Германии, членом которой является Олаф Шольц. Она называется «Военные сказки СДПГ», в которой авторы издания и вспоминают заявление лидера фракции Рольфа Мюцениха. Именно он в свое время писал о том, что нынешний канцлер мог спасти Украину от ядерной атаки. Впрочем, обозреватели Bild и немецкие военные эксперты считают, что эти заявления являются преувеличением и ставят под сомнение заявление Мюцениха. Олаф Шольц, безусловно, способствовал изменению позиции Китая, но в любом случае Шольц не предотвратил ядерную войну, поскольку не было никаких признаков того, что ядерный удар неизбежен. La profession, elle est là, elle est dignement représentée, regardez cette belle image de sport. Voilà pour la course des cafés. Parce que la profession, elle est là, elle est dignement représentée, regardez cette belle image de sport. Bravo à vous. Plus fort, encore plus fort pour ces participants qui s'allument.
images de sport avec ceux qui vont écrire une nouvelle page. Et moi, vous allez На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта вы можете найти в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь вместе с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.